Часто ловишь на быстрых реках. Для каравеллы и Карелии такие перекаты вообще не проблема. Борешься с течением и никак не можешь забросить приманку до той самой дальней бровки, до переката, где стоит хищник. Наверняка ты задавался вопросом, как доставить приманку четко в цель, ювелирной точностью, когда условия ловли не на твоей стороне. Если это про тебя, то скорее всего ты уже думал о рыболовном кораблике. Или уже находишься в поиске, как сделать идеальный вариант. Сегодня мы разберем кораблик Карелия вплоть до винтика. И снова здорово! С вами Мухудинов Игорь, и в этом видео вы узнаете, из чего сделать надежный кораблик, почему именно абаша для поплавка, почему легированная сталь для крепежа и других металлических деталей, какие размеры оптимальны, длина, ширина, высота, вес кораблика и всех его составляющих по отдельности. В чем секрет устойчивости? Особое внимание уделим углам среза на поплавке и на плоскости. Как это работает, какие приманки использовать с этим корабликом и почему именно скользящий реверс. У вас есть вопросы? У меня же есть на них ответы. Погнали! Кораблик состоит из поплавка. Материал изготовления абаши. Размеры: длина 500 мм, ширина или толщина 25, высота 45. Плоскость на кораблике Карелия я делаю из ПВХ. Это полимер толщиной 10 мм, имеет вид перевернутой трапеции, где нижнее основание 600 мм, верхнее основание 400 мм, высота 100. Соответственно, углы 45 градусов. Шпильки полнорезьбовые, М8, крепеж, соответственно, тоже, длина 330 мм. Теперь по весу. Вес поплавка с реверсом 280 грамм. Тут нет точных значений, потому что все зависит от того, из какой части ствола дерева у нас получился поплавок. Плоскость 238 грамм. Далее наши шпильки. 299 грамм. Вот это, собственно, весь наш кораблик. Как его изготовить самому? Вначале мы нарезаем заготовки. Я использую доску толщиной 26 мм, шириной 96. Вот как вы видите, режу на заготовке. Сразу режу под углом 45 градусов, длиной 505 мм. Делаю небольшой запас на обработку, чтобы были допуски. Делим эту заготовку на две равные части с помощью вот такой простой циркулярной делы. И выполняем углы под 45 градусов. 45 градусов в горизонтальной плоскости и 45 градусов в вертикальной плоскости. Расстояние между центрами отверстий 270 мм. Расстояние от верха до центра отверстий 20 мм. Расстояние от центров отверстий под наш реверс составляет 250 мм. Реверс выполнен из прутка 5 мм. Диаметром 5 мм я использую для изготовления рам на кораблике корвет, флагман. Когда мы подготовили все отверстия, шлифуем, покрываем маслом либо лаком. Небольшой лайфхак. Вы можете совместить прочность лака и мягкость масла. Да, тупо смешать. Вам нужно вещество, которое одинаково будет входить в взаимодействие тем же яхтным лаком. Сейчас модно называть лаки, в составе которых содержится полиуретановый смолы именно яхтным. Баночка лака стоимостью в 1000 рублей ничего общего с яхтом не имеет, к сожалению. Но вы можете его использовать. Возьмите 70% масла, 20% лака и 10% White Spirit. White Spirit будет промежуточным звеном между лаком и маслом. И все это хорошо перемешается, не в однородную массу, но вы этим сможете покрыть корабль. Сделав два покрытия, два слоя, вы надежно защитите ваш поплавок от воздействия воды, но чтобы добиться красивого внешнего вида, примерно вот такого же, вам придется использовать тонировки, шлифовку, полировку промежуточную, но рыбе на это глубоко плевать. Поэтому, если вам все равно, как выглядит ваш кораблик, на что он похож, и вам важны только его ходовые качества, так что пользуйтесь моим советом, покрыли 2 раза и забыли. По центру плоскости делаем отверстие и загоняем туда винт. Он нужен, чтобы закрепить нашу резинку. Заводные кольца. Какой диаметр использовать? Чтобы не закусывалось ничего, лучше использовать диаметр в 2 раза превышающий диаметр проволоки, из которой сделан реверс. Вот такой чаще всего 10 номер, можно использовать 14. Раньше с одной стороны у меня стояли 2 гайки, с другой стороны гайка и гайка-барашек. Я использую вот такие гроверы, чтобы при затяжке люди ориентировались на гровер и тянули до тех пор, пока он не сомкнется. К сожалению, когда стояли здесь 2 гайки, люди ключом до упора тянули, пытались затянуть, что приводило к продавливанию дерева, попаданию влаги. Все это плохо, но вы нарушаете внешний вид, целостность. С 25 года я решил ставить с обеих сторон по гайке-барашку. Для чего это сделано? Чтобы никто не использовал ключи. Во-первых, не всегда они есть с собой. Бывает, пойдешь без машины, ключ не взял. Пришел, дело дошло до сборки, а ты собрать не можешь. Почему гайки внутри? Чтоб ничего не торчало снаружи. Соберем, поставим резинку, все это установим.
Чем удобно такое построение? Вам не нужно ничего вымерять. Вот, поставили гайку, вот, за подлицо стало, чтобы ничего не торчало, чтобы видно было. Ну и просто протягиваем. Держим шпильку рукой, слегка протянули, ставим следующую. Изнутри протягивать неудобно. Но когда уже стоят две шпильки, уже нормально. Повторяем операцию с плоскостью. Плоскость, как видите, также имеет срез под 45 по вертикальной плоскости и также вот 45 градусов по ширине в горизонтальной плоскости. Одеваем, ставим наши гайки. Сейчас ничего вращаться у нас не будет. Не спешим, протягиваем, выровняли, протянули. Все, гровер сомкнулся. Вот мы получаем готовый кораблик. Теперь нам понадобится карабинчик. Крепим наш карабинчик. Эти карабины я использую для изготовления рабочих снастей. Они имеют высокую мощность, разрывную нагрузку. Зачем я использую их здесь? Здесь же никакой нагрузки нет. А потому что я не вижу смысла покупать разные карабинчики. Экономии тут особой нет. А геморрой большой. А тут зато взаимозаменяемый. Смотрите, натягиваем еле-еле. Вот примерили. Задача, чтобы резинка только возвращала кольцо в нейтральное положение. Так, готово. Здесь лишнее обрезаем тоже. Как же работает реверс? Смотрите. Ну, к примеру, это город Кашира, это правый берег реки Ака. Соответственно, течение у меня слева направо. Значит, в моем положении будет вперед, нейтралка, назад. Если у вас левый берег, соответственно, здесь у вас будет вперед, здесь нейтралка, здесь назад. Как на автомобиле, коробка автомат. При переключении вам нужно только опустить спиннинг. К примеру, течение слева направо. Вот стоит в таком положении. Вы резко опускаете спиннинг, кольцо уходит в нейтральное положение. Кораблик в этот момент начинает вот так поворачивать в воде. Это доли секунды. И чтобы вам переключить кораблик, вам нужно только слабо потянуть, либо ваше мотовило, если вы ловите с руки. И кольцо легко переместится в другое положение. И кораблик пойдет в берег. Все элементарно просто. Так, давайте взвесим наш кораблик, сколько он весит целиком. Общая масса 820 грамм. Ну вот для такой махины это достаточно легкий вес. Где ловить? Когда ловить? На что ловить? Этот кораблик нельзя назвать универсальным. Он предназначен для ловли на озерах, на волне. Он должен был проходить волну, не переворачиваться, прорезать ее. Если волна накрывает кораблик, он должен был проходить сквозь нее. Не зарываться, а прорезать ее. Если мы будем этот кораблик использовать на слабом течении, он у нас будет стоять не вот так, а его будут вот так загибать. Это связано с углами. Если мы изменим угол, вот этот, вертикальной плоскости, и сделаем его не 45 градусов, а 75, как у корвета, как у флагмана, он будет стоять ровно. Но на быстром течении, на перекатах, он уже не будет иметь такую устойчивость. Он будет просто скакать по волне, ну, что свойственно многим корабликам. И это будет приводить к переворотам. У Карелии этого не происходит. Карелия предназначена только для быстрого течения. Большая вода, очень мощное течение, перекаты, переходящие в пороги. Если вам нужен кораблик для слабого течения, для среднего течения, будут ролики, в которых я все это объясню и покажу вам другие кораблики. Мощность кораблика, с чем его можно сравнить? Смотрите, какой он большой, да, какая у него горизонтальная геометрия. Это все для устойчивости. Ну вот, смотрите, вы сейчас видите кораблик корвет. У него размеры 400, длина, это длина плоскости, ширина 270 и высота 200 мм. Плоскость имеет форму полукруга с радиусом 200 мм. Казалось бы, он такой маленький, но площадь 610 квадратных сантиметров. У этого кораблика всего 500. Он намного устойчивее, но несмотря на то, что у него плоскость меньше, за счет поплавка мощность кораблика Карелия и корвета равны. Но разница лишь в том, что на корвет мы можем ловить мушки, очень маленькие блесна, колебалки, микровоблеры, поперы. Классическая ловля, в основном мушки и стримеры. И рыба, которая предполагается весом до 5 килограмм. Более крупная рыба в умелых руках, конечно, не перевернет ваш корабль. Но новички с этим вряд ли справятся. Да, у корвета есть возможность встать на ноги, но он себя проявляет каждый раз, когда пытается перевернуться. Да, многие в шоке, когда видят, когда он делает сальто, встает на ноги, все красиво. Но на этот кораблик вы можете ловить рыбу до 10 килограмм без всяких проблем. Ну, были поимки до 15, но там уже люди имели опыт. Этот кораблик для ловли на быстром течении, для ловли на озерах и рыбы до 10 килограмм. Надежный, разборный, который вы сможете сделать сами.